Вальдшнеп – один из самых желанных трофеев для охотника. Такое название лесные кулики получили от немецкого языка. В переводе с германского «вальдшнеп» – лесной кулик. Это название плотно привязалось за птицей даже на территории русских земель. Семейство пернатых имеет небольшой размер и вес. Средние особи вырастают в длине до 50 см и весят около 500-600 грамм. Является перелетной породой птиц. Зимой улетает в теплые края. В особенности птица полюбила берега Турции и Ирана, встречается их зимовка и в Крыму. Обратно стаи вальдшнепа всегда возвращаются домой, в свои привычные места обитания в начале весны. Кулик вернется в то же место, если растительность там не претерпела критических изменений. Любит лесные чащи, как лиственные в своем большинстве, так и смешанного типа. Очень понравится среда обитания вальдшнепу, не слишком высокие леса с переплетением опушки, овражных болот и прочих неровностей. Окрас вальдшнеп имеет бурого цвета с пятнистыми вкраплениями коричневого оттенка. Основными отличиями внешности птица гордо заслужила двумя угольками глаз и длинным клювом. Глазки пернатого, по преданиям охотников, обладают магическими свойствами. Смешение цветов в своей внешности дает кулику прекрасную маскировку в густой лесной растительности. Этот показатель делает охоту на него трудной, действия охотниками аккуратными и осторожными, и требует от него наличия обязательных навыков в точной стрельбе и изучению повадок пернатых вида куликов. Но как быть, если стрелять можно только самцов птицы, а по внешним признакам кулика не отличить? Именно эта особенность относит поход за пернатыми к сложной категории охоты. Точно понять, кто перед охотником самец или самка, поможет их полет. Самка в воздухе беззвучна, что совершенно нельзя сказать о самцах. Кряхтение мужского пола вальдшнепом раздается в весеннее время по всему лесу. Этому способствует и начинающий в марте их брачный сезон. Правило ловли перелетного лесного кулика в основном делится на 3 периода во времени года: весна, лето и осень. Но в каждом содержится главный критерий – стрелять разрешается только самцов. Это охраняется, чтится бывалыми охотниками и заведено далеко не просто так. Если какой-нибудь стрелок убьет самку, он погубит не одну особь. Он убьет сразу несколько цепочек рода вальдшнепа. Самки целиком и полностью отвечают за высиживание яиц в гнездах, выведение птенцов, их вскармливание, обучению летать и питаться. Если самки не будет, конец и ее птенцам. Самцам же после выполнения супружеских обязанностей глубоко плевать на род, его развитие и остальные детали. Способов охоты по своим категориям и типам достаточно для выбора. Их применение зависит от степени сложности и опыта стрелка, применению дополнительного инструментария охотника. Наиболее успешным охотничьим периодом считается период брачного периода птиц. В гон самцы несколько теряют голову, наиболее звучны в голосе в поисках самки и достаточно падки на разные приманки стрелков. Охота весной. Конец первого месяца весны на 10 дней открывает сезон отстрела кулика. В это время пернатая особь как раз возвращается с южных земель. Охота на птицу весной проходит в момент его тока. Результативна охота на вальдшнепа весной зазыванием. С помощью манков можно легко приманить птицу и сделать качественные выстрелы. Другие способы приманки также хорошо действуют в это время. Главное соблюдать правила – вычислять для своей цели только самцов. Период в 10 дней ограничен именно длительностью брачного периода пернатых особей. После него начинается так называемая высыпка.
время, когда вальдшнеп начинает прямое размножение. Здесь отстрел его запрещен. Весна хороша любому стрелку также и за счет переживания прекрасных чувств в этот период. Лес и сама природа словно оживают, раскрывают свои поры после долгого зимнего сна. Это очень красиво и увлекательно. И визуально, и по характеру действующих звуков в эти моменты. Охота осенью. Места обитания осенью птиц уходят в более влажные зоны. В камышовых чащах, зона близких к небольшим водоемам. Есть частые случаи, когда летучую добычу можно обнаружить в местах, обжитых людьми. Он может проживать осень в огородах или садах человека. Насчет качества осеннего улова сказать можно только позитивные вещи. За весенне-летний период птица прошла все промежутки кормежки и подготовки к длительному перемещению на юг в зиму. Вальдшнеп осенью нагуливает приличный жировой слой. Полеты при этом уже менее активнее. За счет увеличения массы и перед отлетом на юг кулик старается меньше летать. Самцам попросту тяжело. Такой момент только на руку стрелку. В эти моменты его точность – главный фактор победы над птицей. Рассмотренная птица влюбляет в себя любого охотника практически сразу. Охота на нее динамична, интересна, спортивна и сложна. Но чем больше трудностей сможет преодолеть стрелок, тем выше будет его навык и статус охотничьего ремесла. Одежда охотника должна носить хорошую маскировку в зависимости от окраски лесной чащи по времени года. Быть удобной, бесшумной, эргономичной. Обувь должна быть максимально закрыта. Обязана иметь мягкую подошву. Позволит долгое время не уставать стопы охотника, не издавать шумов при ходьбе. Второй критерий одежды и обуви связан с ее влагостойкостью и теплоотдачей. Экипировка стрелка должна в целом быть теплой и непромокаемой. Охотиться часто приходится в низинных оврагах, в вечерние сумерки, во времени и месте, где достаточно прохладно и сыро. Нужен и дополнительный инвентарь. Фонари, спички, острые охотничьи ножи, компас, чтобы не потеряться в густом лесу. Дальность, при которой ведется стрельба, 35-40 шагов, считается наиболее эффективной. За счет размеров самой птицы и установлений оптимального расстояния выстрела. Для охоты на кулика используется некрупная дробь, номер 7 или 8. Если ведется бой птицы и ее поражение на дальних подступах. Бывалый охотник используется боеприпас, начиненный дробью чуть крупнее, типа номер 5 или 6. В большинстве случаев кучность в стрельбе не играет важной роли. Есть моменты, когда повышенный разброс дроби при стрельбе, наоборот, будет положительным фактором. Главной особенностью оружия при охоте на вальдшнепа будет надежность ружья, повышенная резкость выстрела. С ненадежным или оружием несколько замедленного типа охота станет плачевным занятием. Стрелок просто наделает кучу подранков, которые благополучно смогут уйти от него. А это сулит поражению во всем увлекательном лесном занятии для него. Патроны будет уместно размещать в специальных охотничьих разгрузках или поясах. Это придаст комфорт, результативность охоте на вальдшнепа. Опыт подтверждает, лесного кулика эффективно бить с двуствольного ружья. Во-первых, первый выстрел мимо, стрелок оперативно сможет компенсировать, моментально произведя второй. Во-вторых, брать на прицел такую динамичную, хитрую птицу, как вальдшнеп, намного удобнее именно с двух стволов, даже для бывалых стрелков. Охотнику поможет верный пес. Он сможет помочь разыскивать, приносить подстреленную дичь с места ее падения, которые порой бывают труднопроходимыми. Охотник с собакой может добыть отличный трофей в виде прекрасного вальдшнепа.
Главное – соблюдать человеческие и природные правила и требования в охоте на лесного кулика. Тогда победа будет одержана стрелком на всех фронтах промысла. Друзья, вот небольшой рассказ про удивительную птицу – вальдшнеп. Удачи вам на охоте! Подпишитесь на канал. Мы обязательно увидимся.